Приветствуем вас на канале Раиса Горяченко «Дача, сад, огород, цветы». Вот эти прекрасные цветы, розы, по-моему, к ним неравнодушны все садоводы-огородники. Редко когда найдешь дачах, чтобы хотя бы одного кустика розы не было. А сейчас буквально каждый имеет целую коллекцию даже. Целые ряды посажены именно этими прекрасными растениями. Ну вот такая проблема сейчас с розами, и не только с розами. Меняется климат, меняется время, меняется материя. Идет перестройка, настройка на новые, более высокие энергии, новые высокие вибрации. Конечно же, туда и перейдут наши розы. Обязательно, потому что это цветок связи с космосом. И, по-моему, самая наибольшая вот эта связь осуществляется с Землей у космоса через эти цветы. Но немножечко отвлеклась. О любви к цветам у меня много-много хороших слов. Я могла бы о них рассказывать долго, потому что их у меня много. Я постоянно что-то новое приобретаю, использую. Но вот розы. Розы – это из черенков, то, что нравится, сразу видишь, очень много, где-то 70% у нас роз – это из черенков. Казалось бы, все было прекрасно, хорошо, но года два назад очень резко стала меняться погода, климат, и это очень повлияло на розы. Здесь у нас на юге Украины. Почему? Да потому что холодный и длинный период весной, розам очень сложно адаптироваться к новым условиям. Ну а осень – это просто хаос какой-то. То холодно, долго, во-первых, то бывает тепло, потом холод устанавливается, и вдруг снова же тепло. И розы думают в октябре месяце, и в ноябре они прекрасно цветут. Даже вторая половина ноября у нас была такая, что розы просто были полностью в цвету и уходили даже под снег, под мороз в этой красоте. Естественно, они не успевали, у них древесина не успевала вызреть, и к весне очень мало выходило вот этой здоровой древесины, вот этих прекрасных кустарников наших любимых роз. И что делать? Мы пробовали различные удобрения, различные фирмы, но мы используем всегда вот эти нанотехнологии, наноудобрения современные фирмы Микроминералис Украина. И вот в прошлом году в этой фирме появилась возможность приобрести их новый препарат. И этот новый препарат, прекрасный препарат, называется Амина плюс М. Ну, расшифровка идет, здесь добавка есть, я сейчас более подробно об этом скажу. Так вот, чуть-чуть, буквально минутку еще вам скажу, что я в этом году весной, конечно, под завязку их обрезали весной, и очень хорошо, и вот весной уже долго, холодно, появились только первые побеги и листики, и у меня была возможность, я обрабатывала Скарада М, картофель, Скарада М против вредителей, обязательно провожу такие обработки. И я сюда же добавила в Скарада М 5 мл всего-навсего амина, вот этого нового удобрения. Новое удобрение, супер, я почитала о нем, но тем более, что я в прошлом году испытывала уже на анимонах. Так вот, кстати, анимоны начали цвести у нас, даже дольше цвели в теплице, зимой начали раньше цвести, вот в этом году, потому что мы в прошлом году, в 21-м, первый раз испытывали, а сейчас в 22-м они прекрасно цвели, зацвели в январе месяце вместо февраля и цвели 2,5 месяца в теплице. Это было, конечно, шикарно. Очень красиво. И цветы вы видели, анимоны, всю весну. Мы все время рассказывали, показывали вам вот эти замечательные цветы. Цветоносы были шикарные. Яркие краски. Ну вот я и решила, использую я еще и на розах. И вот это опрыскивание провела. И просто в шоке, в приятном шоке. Во-первых, очень долго в этом году цветут. Вот те ранние у нас уже куст, ранние розы, обалденно красивые. Вот почти месяц уже цветет эта роза. Цветут уже сейчас поздние розочки, тоже очень красиво. Цвет красивый, листья зеленые.
И вот совместно вот с Карадо-М это были вредители, часть вредителей убрала, часть вредителей тлю у нас очень активно. Синички занимаются этим делом и воробушки. Они нам помогают в благодарность за то, что мы зимой их подкармливаем. Их очень много, и они сейчас трудятся над тем, чтобы убирать вот этих всех вредителей. Ну и вот о чем я сегодня хочу сказать. Об этом прекрасном удобрении. Вот это амина, микроминералис амина, очень хорошее удобрение. Это эффективное такое жидкое, у них все жидкие микроудобрения, которые используются для внекорневой подкормки. А внекорневая подкормка – это очень быстрое действие. И в течение нескольких часов эти все удобрения полностью попадают уже в клеточки растения, в клеточки листьев и идут уже по току на все растение. Что же это за такое удобрение? А это аминокислоты, подобранные. Такие аминокислоты, конечно, нам не сообщают в фирме и в рекламе, но, кстати, это не реклама, потому что я пользуюсь разными фирмами, разными препаратами. В данном случае, вот больше всего, конечно, с этой фирмы покупаю, потому что именно качество очень хорошее. Так вот, вот это удобрение антистресс с аминокислотами еще называется. Действительно, после стрессовой ситуации прошлого года и эта весна стрессовая, вот эта подкормочка с добавлением аминокислоты, вот этого амина, очень хорошее удобрение. Я вот рассмотрела, что в составе этого удобрения. Здесь азота 6,2%, бор 0,17% и аминокислоты 20%. Очень быстро восстанавливается вегетация. Я использую не только для роз, но и для других растений. Буду, конечно, постепенно рассказывать. Вот именно восстанавливается вегетация после стрессовых ситуаций. Ну, в первую очередь у нас природные это засуха, потом мороз, то резкие перепады температур. Все это стрессы для растений. Ну и здесь очень хорошо придумано. Здесь еще есть в этом удобрении нанокарбоксилаты микроэлементов, таких как железо, цинк, молибден, марганец. Что делает это удобрение? Когда попадают вот эти маленькие наночастицы в клеточку, ну, в первую очередь ускоряется обмен веществ в самой клеточке, улучшается само дыхание клеток, это очень важно. Повышается устойчивость растения против вот этих различных стрессовых ситуаций. И здесь же вот эти микроэлементы, которые изготовляются с помощью современной нанотехнологии, инновационной плазменно-импульсной технологии, вот получают такие чистые нанокарбоксилаты вот этих биогенных металлов. Это не химия, это то, что как раз создаются органические вот эти элементы с помощью высокого напряжения, тока высокого напряжения. Это не то, что вы мне рассказываете и пишете, вот у нас сульфаты и так далее. Вот те удобрения, которые делаются с помощью различных кислот, это очень серьезные удобрения. Если постоянно на одном месте использовать, очень опасно и для растений, но это все идет в почву. Растение забрасывает эту химию, эти кислоты. А здесь мне чем нравится, что эти технологии идут полностью, вот эти наночастицы, полностью сразу же готовые в клеточку, и каждой клеточке помогают трудиться и расти, и развиваться, и процесс вегетации очень хорошо протекает. В данном случае мы работали вот и рассказывали сегодня вам о розах. Вот розам вот эти аминокислоты, это удобрение очень понравилось. Просто супер. И причем можно обрабатывать вот этими удобрениями, растворами этих удобрений, и амино, вот оно так называется, где и аминокислоты, и азот, и бор, и еще 6 вот этих прекрасных нанокарбоксилатов металлов. Вот эти препараты можно использовать несколько раз в течение сезона. От 3 до 5, это в саду уже можно, на цветах тоже можно, 3, 4, 5 раз. И количество, ну, очень совсем маленькое, нужно для того, чтобы вот эту обработку проводить. От 5 до 15 миллилитров на 10 литров воды.
и оно сочетается с удобрениями. Вот в данном случае оно сочетается, добавлять можно тоже из линейки вот этих препаратов, которые производятся предприятием Минералис Украина. Допустим, и кальций можно, и бор, добавку вот такую делать с аминокислотами, очень хорошо для растений. И можно использовать его, вот это удобрение, допустим, мы посмотрели со Скарада М, это биоинсектицид, тоже хорошо работает. Единственное, что я думаю, это мои мысли такие, что с биопрепаратами, биофунгицидами лучше их не использовать. Все-таки здесь аминокислоты. Хотя авторы вот этого удобрения утверждают, что можно и это делать. Ну что ж, мы сегодня вам показали, рассказали о наших розах, и вы увидели, какие они красивые, сочные цвета, здоровые растения. И это благодаря в этом году вот этому антистрессовому препарату, прекрасному препарату с аминокислотами, который называется амина. Это открытие для нас, которое мы в прошлом году сделали, а в этом году уже получили подтверждение повторно, и теперь можем об этом рассказать вам, уважаемые подписчики и зрители. Мы прощаемся с вами. Всего самого доброго. До новых встреч на нашем канале. Пока-пока.